Екатерина Ш. Давно не смотрел ваши видео. Нахожусь в творческом кризисе. Бывало ли у вас такое, что то, что раньше писал, что было интересно, уже пережил, а новое, что волнует сейчас, еще не сформировалось в творческую мысль, не нашло выражения. То есть, что писала раньше, уже не хочу, а что писать сейчас, еще не знаю. Что посоветуете? Да, ничего. Не помню, кто-то из великих говорил, что нечего писать, пиши яблоко. Главное, чтобы проявлялась на холсте творческая экспрессия. Ведь абсолютно не важно, что писать. Важно, как ты пишешь. Важно быть в этом потоке радости от цвета, от каких-то вот пятен таких, которые заводят, и ты понимаешь, что из этого может быть из простой вещи, я не знаю, тень от какого-нибудь дерева, кора, свет на земле, и может получиться просто шедевр, я не шучу. А то, что требует решения, пусть это будет, пусть зреет. Зачем? Вот смотрите, есть же известная притча, что шел монах и увидел мотылька, который там было холодное утро, и он решил, который не мог никак вылупиться, что ли, как он там рождается, из чего-то. И он решил помочь ему, взял ладонями, начал согревать вот это все, где он там вылупляется. В итоге он умер, этот мотылек. То есть не надо вмешиваться в этот естественный процесс. Оно родится тогда, когда нужно. А то, что можно писать, пишите с натуры все что угодно. Вышли во двор, уехали куда-то, просто окрест поездили, и вы видите всегда мотив, всегда художник найдет, что писать. Если, конечно, есть восторг от жизни, от цвета, а всегда же меняется состояние в природе, поэтому все эти меняющиеся состояния, заката не бывает, который повторится дважды, все время разное. Вот это восхищает и заводит на то, чтобы писать, не отражая мир, а производя на свет какие-то свои впечатления, свои ощущения. Это всегда будет создание новой реальности. Юзер Трали-Вали, скажите, пожалуйста, что означает выражение «литературщина в живописи»? Я не слышал такого, но допускаю, что есть понятие «вкусовщина» в живописи. Наверное, это одно и то же. Если я ошибаюсь, поправьте меня. А вкусовщина – это уж очень прям такое что-то сладенькое, такое вот пересчет деталей, бликов, все вот как прям по правде, как на фото. То есть, когда нет сердца, когда нет твоих переживаний, твоего языка. Как я понимаю, вкусовщина – это некое дурновкусие, литературщина в живописи, не знаю. Может быть, тоже какое-то графоманство такое, из области пересчета, из области буквальщины, буквальной передачи того, что ты видишь. Но это нужно пережить, от этого прям сразу не уйдешь. Сначала нужно научиться буквально все передавать, а потом научиться видеть сложности цвета. А это взаимосвязи всяческих пятен. Живопись – это взаимовлияние всего, что ты видишь. Все, что ты видишь, весь предметный мир влияет друг на друга. На меня влияет холод из окна, зелень оттуда, эта рубашка также влияет, я не знаю, вот на руку, если подставить. То есть рука сюда влияет, а это сюда. И вот это сложно. Образуется сложность цвета, которую мы должны замечать и выстраивать взаимосвязи между этими сложными цветами. Дилшот Кудаяров. Слава Бато в мастер-классе сказал, что растворитель без запаха опасен для здоровья. Конечно, все это вредно для здоровья, но что вы рекомендуете? У него вообще была какая-то аллергия еще со времен, когда он в Суриковском учился. Он говорил, что писал акварелью, потому что, что-то у него там все текло. Поэтому, видимо, он так очень чувствительно относится ко всяким растворителям. Он говорил, что ты знаешь, чтобы он не пах, какие-то там всякие вещества добавляют в разбавители. Я думаю, что как можно добавлять? Наоборот, скорее нужно очистить его от всяческих примесей, чтобы он не пах. Как самогонка. Ее же нужно прогнать через всякие фильтры 100 раз, перегнать ее, чтобы исчез вот этот сивушный запах. Так и здесь.
Ну, я с ним не стал спорить, я использую без запаха, мне нравится. Если вам нравится с запахом, ну пишите с запахом, что же делать. Макси МЛ. А был у вас перерыв, Вячеслав? Да, был перерыв, я об этом много раз рассказывал. Примерно перерыв занял немного, 15 лет примерно. Ну, человек ушел в запой, Сальваторе. Видимо, погреб опустел спиртным запасом, вот и вернулся к обычному ремеслу. Тут без запятых, ну, в общем, понятно, да? Смысл. А что запятые, зачем их ставить? И так все понятно. Мне кажется, я тоже пишу, когда всяческие месседжи без запятых. Так прикольно. Но если коротко, то я почувствовал себя в движении больше, полнее, в движении кадра, например. Да. Я стал делать фильмы различные, ну, такие документальные, ездить в разные страны, в Индию, например, и чего-то все искал и снимал на эту тему, на тему чего-то, всяких поисков. А потом пришло время, когда я вновь почувствовал в формате холста прямо волшебно и заметил, что как будто этих 15 лет не бывало. То есть вот вы, например, учитесь в учебном заведении, потом хоп, у вас перерыв. И через какое-то время, я не знаю, через 60 лет вы возвращаетесь, как будто с того места начали. Тело все помнит, мозги все, шурупчики помнят, и вы начинаете быстро наверстывать и восстанавливаться. Сэр Артемов: часто рисую акварелью и гуашью, и когда беру укрывистую гуашь, ощущаю, будто играю в поддавки. Насколько становится проще исправлять ошибки. Писать хоть светлым по темным, хоть темным по светлым, контролировать контуры силуэтов. С акварелью не забалуешь. В ней, если на пару ходов вперед не предусмотрел, какие слои наносить, то ничего уже не получится. Ну, я тут не соглашусь. Ну ладно, попозже отвечу, дочитаю. И вот этот акварельный вызов меня и смущает. Я, как тот мазохист, начинаю комплексовать и не даю себе писать чем-то укрывистым, как бы сам себе говорю: ага, легкой жизни захотел. Но это хорошая задача, да, то есть все время решаете сложную задачу. Ну а быстро взял акварель и преодолевая себя. Вот и вопрос: бывало ли так, что вы порицали себя за поиски и использование приемов и техник, облегчающих рисование? Я считаю, что рисовать должно легко быть, прям вот легко. Я много лет преодолевал трудности, вот краска смешения, холст, вот этот вот обычный грунт, вот этот, как он называется, акриловый, когда все невозможно положить, все смешивается, грязь какая-то, чистоты цвета не можешь добиться. Знаешь, видишь внутри, как ты хочешь сделать, но не получается это технически сделать. Получается, вся история твоей, это раздражение, ты преодолеваешь вот какую-то размазню на холсте, ты все время преодолеваешь. Но зачем преодолевать трудности, если лучше сделать легко, чтобы ты добился сразу желаемого результата? И в акварели я не согласен. С первого раза или со второго получаются те неожиданности, которые дарит акварель. Это подарок, акварель — это всегда подарок. Подарок, потому что ты не ожидаешь, что у тебя какой залив произойдет. Но если ты тон научился видеть, то ты просто следуешь за этим подарком. Ты наслаждаешься этой текучестью и добавляешь еще, чтобы там погуще, где-то послабее. Ну вот наброски мои, посмотрите, там нет прямого такого, тональных таких решений. Там все перетекает одно в другое, и в этом ты находишь, ну, прелесть какую-то. Так, или рост мастерства никак не связан именно с таким преодолением, а главным является, наоборот, удовлетворение, комфорт от процесса. Вот я об этом говорю. И получение желаемого образа любыми средствами. Я убежден, что нужно найти такие средства в живописи, причем любых красок касается, чтобы ты на всем этапе, с самого начала и до конца, получал громадное удовольствие. Тогда это будет процесс изображен, ну, в холсте или там на бумаге. Сможешь раньше останавливаться, либо позже. Ты варьируешь, ты знаешь, что ты в любой момент ты контролируешь процесс,
И можешь остановиться в любом месте, и это будет завершено, это будет по-новому. И не будет никакого повторения, что ты раньше сделал. То есть материалом нужно научиться владеть. Ну, как на рояле, вы учитесь играть. Ну, надо же, конечно, изучить весь этот инструмент, чтобы у тебя получалось то, что ты хочешь. Но представляете, если клавиши, на которые нужно давить, были бы сделаны, я не знаю, не из деревяшек с пластиком, а такие чугунные. Чтобы надавить, я не знаю, тебе нужно силы прикладывать на каждую клавишу. Но ты не смог бы сыграть какую-нибудь там Штостаковича или Шульберта, какое-нибудь произведение? Конечно, не смог бы. Тебе нужно было качать пальцы, руки сначала, всю мускулатуру, чтобы надавливать на эти вот чугунки, на эти сковородки. Друзья, в четверг в 20 часов по Москве будет продолжение серии «Прямой эфир». Так что готовьте вопросы и будем встречаться, дружить уже по-настоящему. Друзья, ставьте лайки, комментируйте, задавайте вопросы, подписывайтесь на канал, если вы это еще не сделали. Предлагаю вам посмотреть еще кино. После этого «Рваная живопись». Ну и там тоже отметьтесь, пожалуйста. Пока.